Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга, домашний аэропорт Кольцово, из которого сегодня, 2 июня, я вылетаю по новому направлению в моих обзорах в город Киров. Вылет в 22:10, прилет 21:40. Вы спросите, как так? Отвечаю. Прилет по московскому времени, это минус 2 часа от времени Екатеринбурга, то есть на полчаса прилечу в прошлое. Авиакомпания Rusline, самолет CRJet. На самом деле у меня будет разворотный рейс, и мне нужно будет за 40 минут развернуться в аэропорту Кирова, быстро его отснять и прийти обратно на посадку, улететь на том же самолете обратно в Екатеринбург. Стоимость авиабилетов от 5000 рублей. Расписание: летает самолет по понедельникам и по пятницам. То есть вы можете в пятницу, например, сделать себе тур выходного дня, слетать в Киров, потом, может быть, еще куда-то, и таким образом сменить обстановку. Сейчас погода в Екатеринбурге замечательная, плюс 26 градусов. В Кирове должно быть попрохладнее, с дождями, и такая погода у нас будет завтра. А сегодня пока светло, немного поснимаем аэропорт Кольцово, который вы уже видели недавно в моих обзорах, и на посадку. Друзья, по традиции региональные рейсы на самых дальних стойках регистрации. У нас 51-я стойка. Мои очень внимательные зрители помнят, что здесь была крошка-картошка. Теперь что-то будет другое.
От имени авиакомпании «Руслан» наш экипаж приветствует вас, а также наших доблестных участников и ветеранов СЛО на борту самолета «Бомбардир». Жд-200, сегодня выполняем рейс 847 до Кирова. В полете мы пройдем 1 час и 10 минут, сегодня погода хорошая, температура 12 градусов тепла. По всем возникающим вопросам обращайтесь к нашему бортпроводнику. Меня зовут Анастасия. Желаю вам приятного полета, благодарю за внимание. Все электронные устройства, размещенные в ручной базе, должны быть полностью выключены. Уважаемые пассажиры, позвольте знакомить вас с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Самолет имеет 4 аварийных выхода. 2 выхода в передней части самолета и 2 выхода на крыло. Аварийные выходы ясно обозначены световым табло «Выход». Световая дорожка, расположенная в проходе между креслами, укажет направление к выходам. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из панели над вашим креслом. В этом случае немедленно потяните маску на себя, прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите на голове, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте сначала кислородной маской себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения часового табла, застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием на борту нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди сидящего кресла. Противоэскрипки спинки кресла в вертикальное положение, опустить подлокотники, убрать столики, открыть шторки иллюминаторов, не стегнуть и туго затянуть ремни безопасности. Пока горит световое табло, застегните ремни, просим вас не использовать наушники. Благодарю за внимание. Мои пассажиры, на время взлета самолета мы уменьшаем яркость освещения в салоне. При необходимости пользуйтесь лампочками индивидуального освещения, расположенными на панели над вами. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, мы готовы к взлету. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты.
вам не расстегивать ремни безопасности без необходимости. На всех рейсах авиакомпании «Руслайн» курение, в том числе электронных сигарет, строго запрещено в течение всего полета. Туалетная комната расположена в носовой части самолета и оборудована детектором дыма. На борту к вашим услугам имеется аптечка первой помощи, без отзывов и предложений. Вода в полете предоставляется по вашему запросу. Друзья, летим на рейсе Екатеринбург-Киров авиакомпании «Руслайн». Рядом со мной бортпроводник Анастасия. Она сейчас расскажет о полетах на этом направлении. Сегодня, 2 июня, мы открываем рейс в Киров из Екатеринбурга. Полеты будут проходить дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Время в пути составляет 1 час 20 минут. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте авиакомпании. До встречи на борту! Поэтому выбирайте наиболее удобное время. Стоимость авиабилетов от 5000 рублей. Делайте себе тур выходного дня, например, летите в пятницу, дальше там пересаживаетесь куда-нибудь в Москву, еще куда-то, и продолжайте путь. Ну, можете в Кирове погулять. Всем пока, увидимся на земле. Воздуха в районе аэропорта плюс 14 градусов. Просим вас привести специальное вертикальное положение, опустить подлокотники, убрать столики, открыть шторки иллюминаторов, расстегнуть и туго затянуть ремни безопасности. Пока горите видовое табло и застегните ремни, просим вас не использовать наушники. Благодарю за внимание. На время снижения и посадки самолета мы уменьшаем яркость освещения в салоне. При необходимости пользуйтесь лампочками индивидуального освещения, расположенными на панели над вами. Благодарю за внимание.
пассажира. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Кобизилова, города Кирова. Температура воздуха плюс 14 градусов. Местное время 21 час 29 минут. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми привязными ремнями до полной остановки самолета и отключения светового табла застегните ремни. К выходу вы будете приглашены. Покидая самолет, не забывайте свои вещи. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Багаж вы получите в багажном отделении аэровокзала. Командир корабля и экипаж благодарят вас за полет самолетом авиакомпании «Руслан». Мы желаем вам всего доброго. Надеемся вновь увидеть вас на борту наших самолетов. Пожалуйста, не забывайте свои личные вещи, документы и электронное устройство. Проверьте карман впереди стоящего кресла. Свидание. Спасибо за рейс, до встречи. До встречи. Так, друзья, нас встречают на первом рейсе журналисты. Друзья, аэропорт модернизирован. Старые фотографии, которые вы видели, они уже, наверное, не действуют. Вот так выглядит новый аэропорт, если вы видите. Там где-то закат. Мы прилетели в прошлое примерно на полчаса. Вот машина времени. Киров. Тут, кстати, я впервые вижу, чтобы дорожка была обозначена вот так. Так, внутри тоже я вижу обновление, одна лента. Информационное табло. Новый терминал, в смысле здание аэровокзала, ну такое достаточно модернизированное. Так, на обратном пути рейс Руслан, мы его сейчас видим. Так, сейчас я пойду на выход, потому что мне нужно будет обратно на этот рейс вернуться. Сразу в глаза бросается интересное оформление аэропортовой площади. Вы посмотрите, как модернизировано, хорошо, даже мне очень нравится. Небольшой аэропорт, но модернизация очень хорошая. Разные штуки есть, с которыми можно пофотографироваться. Давайте посмотрим, что тут написано. Киров, город добрых соседей.
Здесь уже можно познакомиться с видами Кирова. Задувает ветер, нет возможности его обезвредить, обездвижить, снимаю быстро. И вот там у нас находятся вот эти вот качели светящиеся. Кстати, вот такие качели делают в Екатеринбурге, я это точно знаю. Ну, может быть, еще где-то, но в Екатеринбурге их точно делают, в том числе. И даже выставка автомобиля тут есть. Ну, наверное, он уже в здании аэровокзала не поместится, поэтому он на улице. Так, и вот тут снимают прибытие рейса нашего. Друзья, прилетел в Киров, аэропорт Победилова. Очень быстро снимаю, потому что у меня сейчас пересадка, вернее, разворот на обратный рейс. Аэропорт Кирова меня очень хорошо встретил, замечательно. Клиентоориентированный, современный аэропорт, модернизирован. Я тут раньше не был, но вроде бы раньше он выглядел не так. А сейчас очень-очень привлекательно. Поэтому 5 ставлю. Привлекательный аэропорт, прилетайте сюда. Авиакомпания Rusline тоже 5, и еще вот с таким плюсом за клиентоориентированность. Всем спасибо, хорошей погоды. Здесь прошел дождь, где-то градусов 18, что ли. Сейчас лечу обратно. Начинаю с этого же места в следующем обзоре. Всем пока!